Здравствуйте, мои дорогие. В случае, если вы задаете себе вопрос, что будет дальше между вами, что было, есть и будет в ваших отношениях, я вам предлагаю посмотреть этот расклад на картах Таро. Это языческие коты, очень мощная колода. А также на картах Ленорман, Pixies Astounding Lenormand. Это карты Ленорман, навеянные картами Таро. То есть здесь есть мотивы из Таро и Ленорман. Очень мощные карты. Я всегда выбираю самые мощные карты. И, как вы знаете, у меня есть коллекция почти 200 decks, может даже больше, где все эти карты я использую для вас, они все активные. Итак, что же будет дальше между вами? Можно посмотреть на Ленорман или на Таро. Я советую смотреть все видео, потому что вы не знаете, где именно, в каком месте будет ответ. Итак, что же будет дальше между вами? Что высшие силы хотят вам сказать? Я ищу сигнификацию. Это карта мужчины и женщины. Чтобы посмотреть, что именно сейчас происходит. Кто вы сейчас именно, по мнению высших сил? Кто он? Кстати, он звезда. Он ваша звезда, вы его любите. Потому что у него с одной стороны вышла карта звезда, с другой стороны он сам. И вы. Так что здесь я вижу любовь, очень сильную любовь. Притягательность. Звезда — это магнит. Вы притягиваете его очень сильно, он притягивает вас. У вас есть будущее. Звезда — это будущее, конечно, да? Мы смотрим на небо, чтобы как бы посмотреть путь, Млечный Путь, посмотреть свой путь. Так что здесь очень-очень мощно. Еще какая карта была? Книга «По судьбе мужчина». По судьбе мужчина. Вы встретились как две звезды. Две звезды встретились. Два противоположных полюса, две звезды по судьбе. Мужчина судьбы, и вы, женщина, его судьбы. Так что звезда — это путеводная звезда, это будущее. Так что если вы меня спросите, будущее есть у вас или нет, я вам сразу скажу, что есть. Потому что вышла карта звезда. Это, кстати, тоже карта судьбы. И книга. Я возьму 3 карты советов вам и перейду на Таро. Так, что же будет дальше между вами? Это пока советы. А на Таро мы посмотрим прошлое, настоящее, будущее. Что было, есть и будет. Сигнификацию мы посмотрим как прошлое. Итак, прошлое, настоящее, будущее. Таро отвечает просто и прямо, конкретно. Ну что ж, он король жезлов. Мужчина, король жезлов. В вашей жизни, конечно, не последнее лицо, да? У вас есть к нему притяжение, есть страсть, сильная страсть. Он для вас король жезлов был. Это бывшее, прошлое, да? Что было, есть и будет. И, понимаете, или он красив, или бывает мужчина лучше немножко, чем обезьяна, но энергетика сильная, страсть кипит, страстный, горячий. Что-то из этих двух. Или он красивый, или он страстный, но притяжение сумасшедшее. Так что король жезлов — это тот, кто может в себя влюбить, может заставить вас делать то, что вы делаете для него, что будет в ваших отношениях. Вот что было. Он зажег. Он способен зажечь страсть, это точно. В прошлом король жезлов показал свою страсть, влюбленность была. А что есть? Что есть? 10 пентаклей, забота о деньгах есть. То, знаете, здесь может быть разное у многих. Может быть так, что из-за денег даже ссоры или недопонимания, или наоборот. Деньги управляют вашими отношениями. Может, родители его или ваши управляют деньгами, да? То есть манипулируют деньгами, или мужчина вас манипулирует деньгами, вы от него зависите, или он от вас. Ну, зависимость есть денежная. Вот это есть. Это 10 пентаклей. Сейчас идет все о деньгах. Кстати, всегда деньги — это скрытый мотив. Всегда. Но не обязательно 100%, но очень часто деньги — это скрытый мотив. Или наследство поделили неправильно, или он тратит деньги неправильно, или он зарабатывает мало.
или же не умеет распоряжаться деньгами, но зарабатывает, или жадный. Но десятка пентаклей говорит, что сейчас деньги на первом плане. То есть у него такое сейчас время. Он может другие причины придумывать, говорить, что совсем другое что-то его волнует. Но все дело глубоко, если копнуть в деньгах. Десятка пентаклей. В общем, карта хорошая. Что было, есть, это то, что будет больше денег скоро. Это есть, что сейчас идет стремление или к заработку, или как к обогащению, или накапливать деньги. Ну, что-то связано с деньгами. Что будет? Шестерка пентаклей. Это очень хорошая карта. Будет много интересного, что происходить. Во-первых, будет движение между вами. И будет движение в сторону семьи, если семьи еще нет. Но это очень хорошая карта. Шестерка пентаклей — это когда кипит работа, которая даст средства. Есть сейчас кое-какие проекты назрели, там, может быть, семейные, дети, родители, жилье, бытовые назрели, и они будут решаться, какие-то проблемы, либо же съехаться, там, жениться или наоборот, там, как-то устроить быт. Может быть, женатый уже быт не устроенный, ну, что-то будет решаться. Что-то связанное с деньгами будет решаться. Серьезное решение какое-то. Что будет дальше между вами, скажут вот эти три карты. Раз, два и три. Посмотрим. Ну что ж, хорошая очень карта. Четверка пентаклей говорит, что будет стабильность. Если были качели, непонимание, вы не понимали друг друга, у вас были качели в отношениях, я вижу стабильность. И еще и праздник на вашей улице будет. Тройка чаш, будет повод праздновать. То есть, может, мужчина признается в любви или переведет отношения на новый уровень, или же он что-то сделает, чтобы избавиться от каких-то препятствий. Но между вами что-то будет решаться. Стабильность появится, что-то будет решаться. Рыцарь жезлов. Очень хорошая карта. Она говорит, кстати, нет, это паж жезлов. Она говорит о том, что, посмотрите, что такое пажи. Пажи, они заботятся, они ищут решения. Мужчина будет искать решения. Может, какие-то вопросы перед вами стояли, и вы решения не могли найти. Может быть, родители его вмешивались, дети взрослели, нервы портили, бытовые проблемы, может, рабочие моменты, живете в разных местах, или работа тяжелая, неблагодарный начальник, плохие коллеги, сплетни, склоки. Но вот это что-то будет решаться, потому что пажи, они ищут решения. Видите, здесь пустыня, пирамиды, и имеется в виду пустыня — это всегда искать. Как по этому стандарту искать воду. Да, искать воду. Мужчина будет искать воду, то есть искать решение чего-то, что-то эта карта задержалась на столе. Но хорошая очень карта, двойка чаш. Что будет дальше между вами? Я даже не буду брать другую карту. Это хотела себя показать. Знаете, карты всегда меня ведут. Вы знаете, что у меня на столе всегда магия происходит. Карты всегда меня ведут. Но двойка чаш, это понятно, это любовь. Это, понимаете, когда высшие силы на вашей стороне, и ваши встречи не случайные. Если вы обратите внимание, книга «По судьбе вы друг другу». Это несомненно. Вы друг другу по судьбе, и вам назначено быть вместе. Двойка чаш — это когда ваши отношения переходят на новый уровень. И если вы спрашиваете, что будет между вами, я вижу, что новый уровень отношений. Пока оставим Таро здесь все четко, ясно так показала. Я хочу получить советы от Ленорман, потом взять на ту же тему прошлое, настоящее, будущее на Ленорман, пока советы идут. Понимаете, много дыму, много туману в ваших отношениях. Туман может идти от родственников, потому что книга — это карта родственников. Что такое туман? Это когда кому-то выгодно что-то. Какую-то дали ложную информацию. Мужчина может быть ведом. Понимаете, тучи и мужчина — это он может быть ведомый кем-то. Кто-то ему диктует, что делать. Так, еще совет. Письмо. Пока все непонятно, пока все как бы застыло, да, может, вы волнуетесь. Кстати, туман — это когда вы не знаете, что вам делать. Но король трефовый придет, вот здесь король трефовый, и он разрулит этот туман, потому что король трефовый, или же мужчина, вот этот, мужчина жезлов. Король трефовый — это король жезлов.
только называется по-другому. В игральных картах это трефовый король, второй король жезлов, то же самое. Вот такой король жезлов придет. Видите, на стабильном таком пьедестале лев нарисован, то есть красивый, харизматичный. Кстати, это может быть новый мужчина для кого-то. Придет мужчина, развеет туман и даст о себе знать, если какие-то качели не давала себе знать, выйдет на связь. Здесь между вами будет встреча. Он развеет все сомнения, да? Да, смотрите, общение, карты гадают, да? Он готовит, может, сюрприз, подарок, 7 бубен. Бубен — это пентакли, да? Готовит подарок. Здесь у нас была с вами 6 пентаклей. То есть это, конечно, подарок готовит 100%. И не один. Эти карты дополняют друг друга, да? Будет общение с ним. Птица — это общение. Будет с ним общение, будет с ним обязательно встреча. Весточка от него придет, послание какое-то. Он развеет тучи, он решит какую-то проблему, какой-то вопрос решит. Хочу посмотреть, так как я видео назвала, что было, есть и будет, что будет дальше между вами. Что было, что есть, что будет. Смотрим. Карты правду скажут обязательно. Что было? Ну, видите, встречи при Луне, конфетно-букетный период. Ничего не предвещало никаких туч, да, ничего не предвещало никакой грусти, печали. Но грусть случилась. Кто-то наговорил, кто-то направил в неправильное русло, кто-то навесил какие-то замки, потому что тучи — это замки, когда двери закрыты, и не видно, ничего не понятно. Кто-то что-то такое сделал, и была влюбленность. Такое чувство, что вы встретились в нужное время. Он был в нужное время, в нужном месте, и вы встретились. Это судьбоносная встреча, клевер, что было, да, что есть. Ну, крест, сейчас тяжело вам. Сейчас какая-то тяжесть есть, напряжение. 6 трефовая, связана с семьей. Или у вас помехи с вашей стороны, ваши родственники против, мешают. Мешают вам, как будто вы ребенок, не можете сами разобраться, да? Крест тяжести. Не сравнить, что было, что есть. Видите, как разница, как бы глобальная разница. Была легкость. Клевер — это легкость, веселье, влюбленность, конфетно-букетный период, как я сказала. Встретились 2 берега у одной реки, да? Смотрите, здесь и горы — это достижение, деревья — это ваши родственные связи, это как ваш род с его встретился, да? Целое поле цветов, может, прогулки были, свидания. В общем, радость была, легкость. А сейчас все прямо наоборот, можно сказать, да? Потому что крест — это тяжесть, напряжение сейчас. Ну, вмешались эти родственники, все. Туману напустили, замков понавешивали. То есть туда не иди, там не лезть. То тебя не касается. Может, даже сплетни, вот так я вот вижу, сплетни. Начинало все с мелочи, да? Сейчас непонятно все. Вы чувствуете только напряжение и непонятно, потому что туча — это непонятно. Напряжение, ничего не понятно. Какая-то зима между вами, какой-то холод, как кошка пробежала. Может, вы поссорились на пустом месте ни из-за чего. Кто-то вас поссорил. Эта карта, знаете, тоже, когда родственники мешают. Потому что крест — это даже ушедшие родственники. Как бы через него проявляются его прошлые корни, мешают вашим отношениям. Связано или на родственных связях, или на деньгах что-то. Что будет новое что-то. Это ребенок. Это очень хорошая карта, новая. Что-то будет новое. То есть отношения будут развиваться. Ребенок — это новое. Кстати, карта ребенок часто пажи, второй — это дети. Смотрите, видите, паж жезлов. Паж жезлов — это и есть новое. Ищем новый выход, потому что пустыня, когда нет выхода, это намек вам. Новое что-то будет. Паж вообще жезлов — это новое что-то, как карта ребенок второй. Крест перекрывается картой нового чего-то, новое начало. Между вами будет продолжение отношений. Может, мужчина выйдет на связь, закончатся качели, да? Сейчас спросим, что Таро еще скажет. И Ленорман тоже.
Закончатся качели, закончится это влияние родственников. Новое начало между вами. Крест этот будет легкий, помиритесь. Вот такое все. Так, я возьму 2 совета. В Ленорман, перейду на Таро. Итак, 2 совета, что будет дальше между вами. Что Таро скажет, да? Что Таро скажет? 1, 2. Посмотрим. Солнце. Очень хороший знак, хорошая карта. Карта любви, кстати. Карта любви, карта решения, карта прояснения. Ситуация между вами прояснится. У вас будет новое начало. Знаете, что вот даже ребенок, кстати, похож на 2 чаш. 2 чаш ведь это переход на новый уровень, где есть полнейшее доверие друг к другу. Полнейшее доверие. Это такая лунная карта, это солнечная, да, вот именно в этом Таро 2 чаш, она как при Луне. Полная Луна — это когда все ясно, полное доверие. Знаете, при полной Луне мы от чего-то избавляемся. То есть могу сказать, что вы избавляетесь от каких-то обид общих, в общем, наговорили друг другу, или вас подставили, или его подставили. Доверие. Глаза в глаза, все доверие, все невзгоды прошли, полное доверие друг к другу. И карта Солнца говорит, что все будет хорошо. Старший аркан. 19 номер — это очень интересный номер. Видите, здесь нужно считать по-римски нумерологию. Единица. И еще 2 раза перекрещенные единицы. Это очень важно. Это как бы 5, здесь намек на пентаграмму. Да? 5 — это же вообще успех. И Солнце — успех. И знаете, что такое вы с ним? Это вот 2 перекрещенные единицы. Вы 2 индивидуальности, которые вместе. Потом единица посередине — это, конечно, Творец, который посередине. Кстати, здесь намек на Архангела Михаила. И еще 2 единицы — это ваше будущее перекрещенное. Это значит вам быть вместе. Как и 2 единицы перекрещенные, значит вам быть вместе. Вы обязательно будете вместе. Еще какой совет? Смотрите туз чаш. Здесь и 2 чаш, и туз чаш. Но это точно, что у вас все будет хорошо, вы будете вместе. Вы будете вместе, вы будете счастливы. Туз чаш, конечно, для многих, кто не имеет отношений и смотрит мое видео, это встреча новой любви. Четко встреча новой любви, да? Уже высшие силы ведут вас к вашему суженому, ряженому. Ну, а у кого уже есть отношения, это же новая чаша любви, дается как примирение. Видите, вот голубь и ветвь. Это ветвь, лавровая ветвь, это намек, как у Ноя, когда примирение между вами будет, помиритесь, и все будет очень хорошо. Но Солнце, смотрите, ну здесь так все понятно, я тоже могла просто помолчать, карты показать. Главное карты взять. Ну, конечно, я говорю то, что мне открыто, но вам откроется еще больше, потому что вас касается, каждого человека, кто смотрит, касается персонально это все. Потому что символы считывает ваше подсознание. И это счастье, любовь, взаимопонимание, кстати. Исцеление отношений. Защита от вот этих недоброжелателей, потому что Солнце защищает. Знаете, посмотрите, в Солнце есть такие прямые лучи, а есть еще изгиб, такие гибкие. То есть нужно быть и прямым с ним, честным с друг другом, и в то же время гибким. Прощать друг другу, гибким. Да, вот это намек. Но подсолнухи — это значит, что ваши гороскопы, конечно, они были по судьбе. Вообще, когда светило выходит, здесь и Луна, и Солнце, и звезды, да, когда светило выходит, это высшие силы заинтересованы в том, чтобы вы были вместе, заинтересованы очень даже, да, очень хорошо. Вот это расклад, вот как доктор прописал, да, для примирения, для всего самого лучшего. Это расклад, ну точно как доктор прописал. Очень рада. Посмотрим еще, что скажет Ленорман. Давайте назначим здесь для вас и для него 2 совета, да, вот для вас. Смотрите, не рубите с плеча, да, не грустите, не обижайтесь на судьбу. Да, судьба вас действительно не баловала,
Иначе бы не вышла карта крест и коса. Понимаете, это вот нужно было пройти этот кармический урок, я бы сказала. И вы его прошли с честью. Коса отвернута от креста. То есть вы уже прошли этот кармический урок, вы уже прошли трудности. Да, знаю, что больно, обидно, я все это знаю, но все это позади. Вся эта боль, трудности позади. Это для вас был совет такой, для него совет. Баловать вас, любить вас, дарить вам подарки, сюрпризы. Это кольцо. Мужчина должен баловать свою женщину, давать подарки, сюрпризы ей, да. У многих карта кольцо проиграется, как он выполнит свои обещания все касательно вас. Между вами будет мир и любовь. Кольцо — это, знаете, когда сказал, сделал. Выполненные обещания мужчины. Высшие силы говорят, выполни обещание, которое ты дал даме своего сердца. Все очень просто. Вы увидите, он начнет выполнять обещания. Может, не у всех сразу, постепенно это все проявится. Но вспомните этот расклад. Вспомните, что расклад показал, и скажете, да, действительно правдивый расклад. Он, кстати, заговорен на любовь, как все мои расклады, но показывает, что есть, да, мощно показали карты. Мужчина, во-первых, сделает выбор, это вы. Он готовит для вас или сюрприз, или какое-то, знаете, решение того, что было между вами сложно, потому что я вижу сложности, кресты, тучи, были сложности. Сейчас даже вы их проходите, но вы уже практически прошли. Я скажу, что сложности были кармические, это точно, потому что крест и коса, когда выходит, это кармические сложности. Но сейчас уже настает время вот любви, да, новый уровень. Кстати, кольцо — это как новый уровень отношений, где уже, например, вы уже женаты, если еще не женаты, или примирились друг с другом. Кстати, вот такой расклад, он совершенно потрясающий для тех, кто ищет отношения. На пороге новый мужчина. Ведь меня смотрят разные люди, и это прежде всего расклады, они показывают возможности в будущем, и у каждого они свои, поэтому детали вы сами поймете, каждый по-своему поймет кольцо. Но у многих, у кого нет отношений, это мужчина ищет вас для серьезных отношений. И у многих, у кого есть отношения, это, конечно, выполненные обещания. Ну, кольцо — это выполненное обещание, как у меня кольцо, видите, в руке. Выполненное обещание, потому что я обещаю вам служить верой и правдой, и я это делаю. Так что и у Папы Римского кольцо на пальце, у кого, ну вот у батюшки любого, это же выполненное обещание, да? Так что вот так, мои дорогие, он выполнит обещание относительно вас. Это видно в картах. А здесь вообще, смотрите, какая красота, да? Так что я могу сказать, что новая чаша любви, новой радости, удовольствия. Здесь у многих будет или примирение, или свадьба. Что-то вот такое будет обязательно. Это у очень многих проиграется, девочки и мальчики. Это гарантия этого расклада. Так что красотища, да? Красотища. Это энергия любви тоже. Солнце — это энергия любви, потому что без Солнца нет нашей Солнечной системы. Это интересно, что в Солнечной системе 9 планет, ну, включая Солнце, да, астрология Солнца считает как планета, а не звезда. Как наши предки знали. Ведь чтобы увидеть Нептун, например, или же Плутон, нужен микроскоп. Понимаете? Ой, макроскоп, ну, такой этот увеличительный, большой. Да? А они знали, что есть 9 светил. Вот как они знали? Вот вам и интуиция, да? Вот. И Солнце об этом как раз. И все держит Солнце. То есть все покрывается любовью. Солнце — это любовь. Кто-то меня ругал, что я апостола Павла всегда привожу. Любовь много терпит, не предает. Но это же вот эта карта Солнца вместе с тузом чаша, двойка чаш. Это как вот этот пассаж. Вы знаете, духовность в картах Таро и в святых книгах одна и та же. Карты Таро, они для человека только на добро. Только на добро. Вот так, дорогие мои, расклад для вас простой, понятный, да, доходчивый. Так все. Вот эти языческие коты, они очень-очень классные, потому что каждый кот, он это же, можно туда войти энергетически и почувствовать себя на раскладе и исцелить то, что нужно исцелить. И увидеть правду. Вот так, мои дорогие.
Приходите ко мне на расклады, пожалуйста. Подписывайтесь на канал. Оцените мою работу, лайк или дизлайк. Вообще оценить работу — это хорошо выразить эмоцию. Эмоции нужно выражать. Иначе эмоции, они могут быть вредны, если не выражать. Например, расклад не понравился, ну поставьте пальчик вниз. Эмоцию нужно выражать. Понравился — вверх поставьте. А я знаю точно, просто точно знаю, что у вас все будет замечательно. Еще я точно знаю, что мы очень скоро и обязательно увидимся. До новых встреч, уважаемые друзья. Пока-пока.